Ребят, всем привет! Меня зовут Олег Шарпата, я кофаундер Double12. Рядом со мной Игорь, он отвечает у нас за стратегические партнерства. Это третья АМА-сессия. Делаем ее на русском по вашим собственным просьбам. И мы подобрали для вас самые часто задаваемые вопросы. Ну как, мы подобрали, вы сами нам задали, честно говоря, через наших комьюнити-менеджеров. Вчера нам прислали вопросы с 20 наших комьюнити на разных языках. Сейчас мы отвечаем на них на русском. И запишем параллельно АМА-сессию на английском для всех остальных. На остальных языках, к сожалению, записать не сможем. По крайней мере, как есть. Вообще на русском специально записываем для вас, чтобы очень просили в прошлый раз, чтобы могли это посмотреть и найти ответы на все эти вопросы. Плюс понять, какие обновления сейчас в компании, что нового происходит. Нового крайне много. И, в общем, не будем долго занимать эту часть. Поехали. Олег. Как... Да, кстати, к нам сейчас Андреевич присоединится. Вот хорошо, что пришел. Окей. Андрей как раз по технической части много нового тоже сможет рассказать. Все, ну ты в процессе выливайся, у нас живой эфир. Так что давай. Хорошо. Олег, а как владельцы премиум аккаунтов получат проценты? Андрей. Привет. Как владельцы премиум аккаунтов получат проценты с инвестиций в проекты? Вопрос, как владельцы премиум. Я так и понимаю, суть вопроса в том, что каким образом будут начисляться токены других проектов в премиальные аккаунты, как их можно будет получить. Я так перевожу его. И токены проектов начисляются в аккаунты в данные и дальше выводятся на кошелек уже вами из личного кабинета платформы. Это первый момент. Второй момент, что среди премиальных аккаунтов распределяется 50% комиссии, полученной в токенах проектов, проводящих свои ICO. То есть проекты они могут платить комиссию в криптовалюте, могут в токенах. Как правило, проекты выбирают, если они платят комиссию, то не меньше половины в токенах, и 50% этого распределяется среди премиальных аккаунтов. Зачисляется вам на аккаунт, вы рейтингуете проекты, указываете номера своих кошельков, и они дальше вам переводятся уже на ваши кошельки Ethereum. Следующий вопрос. Как стать оракулом? Как стать оракулом? Или вообще, я так понимаю, что вопрос, наверное, кто такие оракулы, каким образом они выбираются, что с этим вообще происходит. Окей. В общем, оракулы — это люди, которые прошли KYC, это эксперты в той или иной сфере, в которых требуется экспертиза проекту, это и техническая часть, и экономический аудит, там, оценка, финансы и так далее. И изначально оракулы, они должны обладать в основном двум критериям: у них должно быть специальное образование и опыт в данной сфере. Соответственно, далее рассылаться приглашения людям, уважаемым согласно там принятым рейтингам, и плюс будет форма на сайте, в которой можно будет также заполнить и при прохождении верификации стать оракулом. И какое программное обеспечение гарантирует рандомный выбор оракула? Это, наверное, к Андрею будет сейчас вопрос. А у нас прямой эфир? Да, у нас прямой эфир. То есть мы в прямом эфире. Смотрите, это, кстати, очень хороший технический вопрос про каким софтом. У нас полностью он-чейн решение. То есть, используя наше решение, не нужно доверять нам, как третьей стороне, и все происходит внутри блокчейна. Поэтому генерация случайного выбора оракулов, она происходит тоже внутри блокчейна. Видимо, этот вопрос задал технический специалист, который знает, что в Solidity нет стандартной функции генерации случайного числа. Поэтому эту функцию мы пишем самостоятельно, основываясь на, по-моему, временах подтверждения блоков майнерами. И следующий вопрос тоже, видимо, тебе, Андрей, по технической части. Как ты опишешь решение, на котором базируется V12? Оно относится к централизованному или децентрализованному? Смотрите, для нас самое главное — обеспечить максимальную прозрачность при любом виде финансирования проектов. Поэтому наше решение полностью он-чейн, мы делаем максимально децентрализованным, чтобы от нас, как от третьей страны, ничего не зависело. Был еще вопрос, похожий просто по оракулам, чтобы уже эту тему закрыть в этой части, что каким образом, как мы выбираем оракулов.
ну, на самом деле мы Oracle сами не выбираем, Oracle выбирает случайным образом по алгоритму, как сейчас Андрей сказал. Но у проекта и у комьюнити есть возможность сделать отводы тем Oracle, которых они как бы не хотят видеть. То есть, в принципе, как в институте присяжных, который уже несколько сотен лет работает, схема точно такая же. Соответственно, дальше там будет предусмотрена еще система рейтингов, там возможность саморазвития структуры, и в будущем мы планируем передать отбор как бы первичных оракулов на саморегулирование нашей децентрализованной организации. Здесь еще нужно отметить, что оракулы у нас тоже разных категорий есть. Есть оракулы, которые принимают решения по майлстоунам, да, достигнут или нет этап дорожной карты. А есть оракулы, которые верифицируют данные, которые записываются в блокчейн. Поскольку у нас полностью ончейн решение, то обмен и балансировка фонда проекта происходит тоже ончейн. И наш сервис записывает специальный смарт-контракт, курсы обмена между валютами. И вот этот курс обмена, который записывается, соответственно, в блокчейн, в ближайшем релизе будет фактически централизованным, то есть необходимо наше одобрение, что курс правильно записан автоматическим сервисом. А в следующей итерации уже будет подтверждаться Oracle Network нашим. И фактически тогда у нас не будет возможности каким-то образом, как у третьей страны, поменять курсы, это будет полностью централизованное решение. Да. И люди спрашивают, есть ли какие-либо гарантии, что цена токена V12, цена будет на бирже выше цены ICO? Вот это, наверное, я думаю, что да, здесь вопрос в том, что мы не можем давать каких-либо прогнозов вообще, в принципе, по росту цены токена, там, исходя из действующего законодательства, рекомендаций наших юристов. Но здесь важно отметить, что токен-экономика, предусмотренная внутри самой модели, она является самым важной частью в данном случае, потому что, как, наверное, уже многие успели заметить, на нашем сайте, в white paper, мы даем возможность проектам фондироваться в токене W12, сохраняя его внутри смарт-контрактов при получении финансирования. И что это означает? Это означает, что каждый раз, когда проект оплачивается какой-либо криптовалютой, например, эфиром, он обменивается на токен W12, который выкупается с биржи и лочится внутри смарт-контрактов. И это постоянно создает некий дисбаланс спроса и предложения, то есть постоянно есть на токен спрос, он выкупается с биржи. И более того, сейчас вот наши подписанные контракты с 19 проектами, нашего токена еще нет на бирже, он будет на бирже только в конце декабря, но уже сейчас проекты изъявляют желание фондироваться в нашем токене, они как бы, что для нас крайне странно, если честно, вот самих, потому что мы ждали, что это пройдет только после того, как он выйдет на биржу, но уже сейчас проекты хотят снизить комиссию, фондироваться в нашем токене и, собственно, что обеспечит крайне хорошую токен-экономику в конечном итоге. Да, и здесь важный момент, что он не просто выйдет на биржу, а станет достаточно ликвидным, чтобы можно было большие средства обменивать как на W12 токен, так и в обратную сторону. В общем, как мы все знаем, что такое цена токена на бирже или после всего? Это всегда баланс спроса и предложения. Желание кого-то, если желающих продать токен больше, чем желающих купить, его цена идет вниз. Желающих купить больше, чем желающих продать, цена идет вверх. Мы единственный из проектов сейчас практически, который создает желание купить автоматически внутри системы, повышая нашу выручку. То есть чем больше будет наша выручка, тем желание вот это вот купить будет всегда достаточно. Да? Это программа, которая лучше, чем любые buyback программы, когда нам необходимо дать свою выручку. Здесь фактически сам механизм работы внутри системы будет создавать этот постоянный дисбаланс на тех биржах, где мы будем торговаться. Еще важно, что токены ранних как раз инвесторов заморожены, как и токены команды на 2 года. Смарт-контрактом. Да, через смарт-контракт. Люди спрашивают, как и когда V12 решения могут быть внедрены в большинство благотворительных проектов и проектов в общественном секторе. Здесь крайне важно отметить, что мы уже начали переговоры с благотворительными фондами, которые используют криптовалюту и не используют, получили достаточно большой отклик и желание быть прозрачными, показать работу данной системы и в России, и в мире.
Из больших проектов, из интересного, сейчас мы активно ведем переговоры с командой, которая занимается продвижением Expo 2025. Это крайне большое мероприятие в мире. И, ну, грубо говоря, многие, может быть, знают, или кто-то не знает, что, допустим, Эйфелева башня в Париже была построена на Экспо. Было недавно в Казахстане, то есть там это миллиарды долларов инвестирования в экономику. И есть намерение у организаторов создать систему прозрачную для финансирования социальных проектов. И они, по сути, то, что они задумали сделать, у нас уже готово. Как решение, так оказалось, просто сошлось это вместе, чтобы разные организации и страны могли, допустим, финансировать разработку вакцин от каких-то болезней или строительство полевых сооружений. Это было прозрачно, с минимальными издержками и на основе технологии блокчейн. Собственно, наша часть решения, она полностью отражает этим критериям, и мы надеемся, что после там, решения вопросов конвертации криптовалюты в фиат и обратно, и поступления регулирования в данных процессах, оно, конечно же, будет внедряться в такие значимые проекты. Но с точки зрения там, продуктового роудмэпа, сейчас продукт, который есть, он работает на эфире, и мы начнем с благотворительных фондов, которые уже собирали и привлекали деньги в криптовалюту, которым не нужно. Да, самый первый шаг, где главное, чтобы это все было легально, чтобы они могли легально обменять криптовалюту на фиат. Здесь, ну, вопрос вот еще юридического поля тоже стоит. Есть юрисдикции, где это уже возможно, и нам как бы уже можно обработать. Ну, наверное, здесь еще, поскольку это русская АМА, здесь важно сказать следующее, что, к сожалению, у нас в стране принят закон об иностранных агентах, и фактически этот закон закрывает дорогу российским фондам фондироваться в криптовалюте, пока в России не будет принят закон. Здесь о чем речь идет? Что если фонд получает деньги из-за границы, то он должен регистрироваться соответствующе как иностранный агент, сдавать там отдельную отчетность. Вот это произошло несколько лет назад, наверное, помните, когда целая волна была в новостях про то, что благотворительные фонды закрывались в России, которые финансировались там, иностранными деньгами. И на данный момент, поскольку в России нельзя легально обменять криптовалюту, да, и мы это делаем в других юрисдикциях, то если мы из другой юрисдикции отправляем криптовалюту российскому фонду, он, к сожалению, становится иностранным агентом. Поэтому вот с этой точки зрения мы в России ждем закона, и первые проекты благотворительные, они будут не из России. Ну, русские проекты очень ждут, уже успели пообщаться, выступали на нескольких мероприятиях и крайне заинтересованы в решении, потому что люди действительно делают хорошее дело, и как бы для них это будет, ну, правильно понятный источник средств, по сути, мы создаем систему, когда, ну, вот эта прозрачность и возможность видеть свой импакт от своих действий произведенных, мы надеемся, что это даст рост и толчок всему рынку и возможность создавать максимально крутые социально значимые проекты. Но вот на минуту еще отвлекусь от темы, да, что, к примеру, мы все платим налоги, да, по идее, и деньги, ну, они идут совершенно непрозрачно. То есть все, что нас окружает, построено в том числе и за счет наших налогов. Строить социальные проекты мы с помощью той технологии, которую даем мы, это, по сути, такая же история, только ты полностью видишь все расходование средств, все прозрачно с минимальными издержками, и более того, многие юрисдикции не дают возможность сделать налоговый вычет за деньги, пожертвованные на благотворительность. То есть некая альтернативная система, и в этом плане размер рынка, он как бы крайне высок, и влияние, которое данная технология может оказать, она тоже неоценима, потому что для всех очевидно, что в социальных и благотворительных проектах не хватает именно прозрачности, да, и именно технология блокчейн может дать прозрачность, используя такие решения, такие как наши. Это, наверное, один из немногих кейсов чистого применения блокчейн-технологий, не притянутого за уши, где на самом деле это нужно, важно, это очевидно для каждого. Вот здесь как раз вопрос, как мы, собственно, и предотвращаем скам, спрашивается. Сейчас, подожди, еще вот по этому вопросу, по благотворительности, чтобы было общее понимание. На самом деле Америка, да, США в рынке благотворительности мировом, он занимает больше половины. И на самом деле у нас на благотворительном рынке, да, две основные страны — это США с очень большим уже благотворительным рынком. И второй рынок, не знаю, можно такое говорить, анонсировать, там вели переговоры там, с китайскими... Мы не будем имен называть, да. Имен, с китайскими фондами как раз о покупке даже не токенов, а о покупке акций компании. Ну, не как франшизы больше китайцев. Да. Для того, чтобы как раз, потому что на китайский рынок очень сложно войти самостоятельно. Мы это почувствовали, там не раз были в Китае, поэтому ищем партнера венчурного в Китае,
который как раз поможет нам войти на этот рынок. И наша мечта, конечно, чтобы наша кнопка «Дать денег на благотворительность» была в Вичате, в Фейсбуке и других крупных компаниях, чтобы дать простой доступ любому человеку, очень прозрачно дать деньги на благотворительность и быть уверенным, что они потрачены на то, что были даны. Где каждый может зайти, посмотреть, куда они на самом деле ушли, и иметь некий рычаг и точку контроля, когда финальная организация, конечно, будет выполнять поставленные за ней цели, и ты будешь видеть, что эти цели выполняются, а вот это наш как раз roadmap с майлстоунами, да, это необходимость от организации давать обратную связь. То есть она должна вынуждена брать обратную связь и показывать, что же на самом деле происходит, сколько полезного и крутого получилось сделать, и вот эта именно двусторонняя связка, которая сейчас, ну, на наш взгляд, рынку очень не хватает. Давай. Да, и вот вопрос, собственно, продолжение. Как решения платформы V12, они позволяют предотвратить скам, и какие главные преимущества нашей платформы? Вот, собственно, уже было подмечено, что это прозрачность, транспаренция и что еще? Ну, смотрите, главное, наверное, то есть ядро, техническое ядро блокчейн-протокола W12 – это поэтапная выдача средств проекта. То есть проект получает следующую порцию средств только когда доказал, что сделал предыдущий этап. И это сразу очень сильно снижает вообще вероятность появления какого-либо скама. Кто-то скажет, что проекты все равно же какие-то деньги получают, например, на первый этап, первый 5% средств, да, которые им нужны. Но это на самом деле работает как вот закрытой дверью в квартиру. Вот если у вас нет двери в квартиру, вот точно вас в России воруют. Если у вас есть хоть какая-то... Не точно, с большой вероятностью, да. Если вы закрыли дверь, поставили двойную, не знаю, там, поставили квартиру внутрь сейфа еще, и банк еще сверху, и еще туда это все, не знаю, там, поставили супер вооруженную охрану, вас, возможно, тоже как бы воруют, но как бы обычному квартирнику это будет сделать крайне сложно, и, наверное, он пойдет лучше туда, где двери нет. Да, в таком формате. Ну и самое главное, что, грубо говоря, для того, чтобы собрать какие-то средства, все равно приходится какие-то средства потратить, как минимум там, на содержание команды и так далее. И 5% не окупают затраченных средств на старт этого процесса. Экономически невыгодно. Экономически просто невыгодно размещаться с камом с поэтапной выдачей средств. То есть первая гарантия – это поэтапная выдача средств. Давайте наш скоринг, собственно, мы тоже непонятно кого не ставим. Наш скоринг, но здесь важнее, и мы бы хотели больше задействовать в этом отношении комьюнити. Именно, я не знаю, все ли поняли нашу задумку с премиум-аккаунтами, да, и с рейтингованием проектов. Сейчас на существующих других платформах комьюнити на самом деле очень неохотно рейтингует. Нет мотивации никакой. Потому что нет мотивации, да, это делать. Мы внутрь системы уже сразу зашили мотивацию большому количеству людей ставить оценки. Честные оценки. Да, которые ты сам заинтересован, замотивирован. И самое главное, что от оценки не меняется количество токенов, которые начисляются. Поэтому она не важна. Любую, как бы, главное, чтобы она, на твой взгляд, отражала, что происходит с этим проектом. Вот. И это будет давать фактически единственный честный рейтинг, который там основан на метриках, да, но сделан с помощью нашего комьюнити. Комьюнити, да. И оценку планируем, на самом деле, на криптовалютном рынке все так быстро меняется, и так быстро меняются метрики оценки всего проектов. Например, если сделать какую-то метрику и пропустить проекты, которые выходили в ноябре, у них ключевые факторы успеха будут другие, чем те, что часто очень же, допустим, криптоблогеры и инфлюенсеры, они делают, они проецируют прошлый опыт на будущее. Да. Вот, к сожалению, здесь не всегда это работает. Но несмотря на это, мы такую сверхзадачу ставим себе, сделать метрику, которая в режиме онлайн будет подстраиваться к текущему рынку и, соответственно, пересчитывать веса голосов тех, кто ставит оценки на основании их прошлых оценок, которые они ставили. Но тоже эта метрика не будет точной, не будет гарантировать, что если у проекта, например, оценка 4. Это некий индикатор, это все-таки, как бы там либо принимать, смотреть вообще на проект, не смотреть. Который вам позволяет отрезать. А дальше уже там все равно есть определенные. Мы стараемся снизить риски, но не сможем их убрать полностью. Как бы, да, но то, что они будут ниже на порядок, по сравнению с существующей системой, это, мне кажется, уже очевидно. Итак, какой же минимум у нас
для того, чтобы принять участие в покупке токена V12? Мгм. На данный момент минимума нет. До этого стоял минимум в 1,5 эфира. К сожалению, это было крайне неудачное решение, потому что большая часть покупателей токенов хотят перед тем, как купить на большую сумму, попробовать, как работает сервис, что они перевели токены. В общем, ты до конца никому не веришь, и вот мы Да. Сатоши тест, который как бы все обычно делают, да, мы отрезали и вызвали достаточно большую волну работы с нашей техподдержкой, как люди постоянно обращались, не могли понять, почему они не могут это сделать. В общем, просили всех в жизни, брали минимальную часть, нагрузили себя, потому что приходится теперь делать KYC на суммы от 0,1 ETH. Ну, как бы, то всем стало легче. Какая цена токена V12 и сколько денег мы уже собрали? Цена токена такая же, как и была, это 0,00035 ETH. Собрали сейчас больше 4000 эфиров, 4200 или больше уже, наверное, да. Поставим счетчик на сайт, постоянно проходят какие-то обновления, и в реальном времени сможете сделать трекшн уже в ближайшее время. Важный очень момент, у нас хардкэп в эфире, и цена токена тоже, все связано, эфир сейчас стоит $230, ранее он стоил 1200 и 800 был долгое время в этом году. В общем, что это значит, если у вас кэш, то и вы входите из фиата, это значит, что вы можете просто сейчас по цене пока эфир 230 купить в 3-4 раза наших токенов больше, чем когда эфир стоит 1200. И люди вот как раз спрашивают, могут ли они принимать участие, заплатив долларами или евро? Могут, но вначале надо заплатить тому, кто их обменяет на биткоин или эфир, а потом уже нам. То есть, ну, как бы у нас прямого гейта нет, опять же, с точки зрения лигала не делали эту процедуру, как бы чат периодически там ICO это делает, но там есть некие сложности со шлюзом платежным, с прочими решениями. Мы все-таки решили сделать полностью ончейн, в том числе наше ICO, и биткоин, эфир, лайткоин, три популярных криптовалюты принимается, но как бы вот, чтобы иметь по поводу эфира, хочу закончить свою мысль о том, что крайне мало проектов делают то же самое, и там много стоит эфир, и рынок на позитиве, плюс мало стоит эфир, еще больше плюс, когда лучшая точка для входа там, в новые проекты. Вот я здесь еще уточню, что если у кого-то большая сумма покупки W12 токенов, вы хотите купить их не за биткоин, эфир или лайткоин, то у нас, в принципе, в тестовом релизе есть принятие там, очень большого количества разных валют, в том числе там, токенов и так далее. Если нужна такая операция, можно писать на support@w12.ru, решим тоже проблему. Можем принять у вас любую валюту. И еще народ интересуется, есть ли у нас уже соглашение с какими-то биржами, где наш токен будет листиться? Соглашение есть уже подписан договор с биржей. По условиям NDA мы не можем называть имя как бы до официального релиза, то есть мы все время все узнаете. Мы планируем, естественно, размещение на нескольких биржах для того, чтобы обеспечить максимальную ликвидность нашему токену и вообще самой системе, которая будет также, собственно, создавать спрос, дисбаланс спроса предложений и выкупать его. И когда стартует наша платформа уже в полной версии? Первая версия решения уже готова, но как бы мы будем постоянно добавлять некие фичи, это длинный путь, мы будем добавлять новые функции, делать его совершенней, но уже в ближайшее время, уже сейчас есть смарт-контракты, позволяющие там, продавать токены других ICO проектов по нашей защищенной модели, контракты с проектами уже подписаны, и мы, собственно, сейчас аудируем систему и ждем запуска, ждем софт-ланч, который намечен сейчас на конец октября. Уточню, кому интересно, мы выкатили тестовый стенд, на котором можно протестировать. Да, кстати, да, это очень важная история. Выкатили его. Ссылочка есть на нашем сайте, на лендинге, в шапочке, тест-стенд, тестнет. На этом стенде вы можете протестировать все. В общем, ребята, вы можете даже выпустить там свой токен, если честно, и он будет записан в блокчейн, в реальный абсолютно. И даже если вы можете побыть проектом, можете побыть покупателем, можете побыть администратором. Да, можете создать milestone, roadmap, посмотреть, как делается возврат, и вы с помощью там, своего кошелька MetaMask можете подписывать транзакции, и это полностью все уже безопасно, как бы, и работает, самое главное, да. Пожалуйста,
потестируйте, посмотрите, напишите на свои комментарии, насколько вам вообще понятен демо-стенд. Там достаточно непростая технологическая конструкция. Мы попробовали, на наш взгляд, понятным языком ее описать, чтобы было ясно. Но если вдруг возникнут вопросы, как работает та или иная функция, пожалуйста, уже И это именно тестовый стенд, на котором просто перечислены все возможные функции внутри платформы. Это выглядит будет немножко по-другому. Это будет, ну, то есть, сильно даже по-другому. И что еще важно, что снизу страницы, главной страницы тестового стенда, есть продуктовый roadmap, где вы можете посмотреть, какие следующие релизы, какие фичи мы будем добавлять в следующих релизах. И важно еще что отметить, что мы делаем вот в октябре тестовый запуск платформы, у нас будет первый проект, с которым мы уже подписали договоры, но это будет тестовый запуск, мы не будем продавать большое количество токенов у каждого проекта. Мы обкатываем, смотрим, берем обратную связь. Это будет сумма там порядка для начала. Все первые смогут успеть и купить токены ICO проектов уже с защитой, как бы, да, то есть у вас будет супер преимущество перед всеми другими, кто участвует в этих проектах напрямую. И еще в чем суть демо-стенда? То есть, представьте, что сам процесс, вот именно там roadmap, прохождение майлстоунов, он крайне длительный по времени, и мы постарались, поэтому мы разложили все это на блоки и дали вам возможность некий режим эмуляции пройти, то есть как будто бы майлстоун наступил, что произошло уже, как произошел там возврат, то есть все возможные вариации показать внутри, поэтому он и происходит в таком неком разрезанном режиме, да, там, и именно для этого вам в том числе дана еще роль администратора, там, чтобы вы не ждали, пока там, выпустив токен, чтобы администратор W12 там, одобрил white-лист этого токена, там, как бы, да, или на платформе. Вы сами сможете побыть разными ролями, да, и там, вы повыпускать пока там, собственно, свои именные токены внутри этой системы. А кто с нашей стороны отбирает эти проекты? С нашей стороны у нас есть отдел, который работает с ICO-проектами. Мы переписали весь рынок проектов, который вообще существует. То есть у нас сейчас есть весь рынок порядка 500 проектов. Из них активных, наверное, 50-70, более-менее нормальных. С остальными, как бы, по тем или иным причинам мы воздерживаемся от работы. Вот, и мы работаем, коммуницируем с ними, они предоставляют себе данные, мы, собственно, пропускаем их через наши токен-метрики, наш юридический отдел, и дальше уже после подписанного контракта делаем анонс в всех наших соцсетях. А клиенты могут ли они покупать и продавать токены между собой внутри платформы? Я думаю, что здесь речь идет о том, что после того, как покупки токена проекта можно ли продать между собой, это речь о бирже децентрализованной. Да. Мы изначально хотели делать децентрализованную биржу, чтобы каждый, соответственно, проект, который выпустил токен на нашей платформе, мог быть сразу на ней залищен. И это крайне важно, создание инфраструктуры, когда проект получает доступ к ликвидности после того, как у него прошло ICO. Но по факту написание собственной биржи не гарантирует ликвидность. Мы просто готовы решение, да. Да, мы решили пойти другим путем, партнерским, с другими биржами и предоставлять фактически сервис нашим проектам на платформе по листингу на других биржах. В общем, решение по децентрализованным биржам по большому счету сейчас мало чем отличается друг от друга. Нет смысла тратить свой фокус внимания на разработку того, что делают другие. Мы займемся своим делом, создавая инфраструктуру для рынка ICO, оборудования, благотворительности и партнерское решение для обеспечения ликвидности проектам предоставим. Так что да, продавать вы их также сможете уже в следующих релизах продуктов. Что случается с премиум аккаунтом пользователя, если он решает внезапно продать все свои токены V12? Премиум аккаунт у вас будет 2 года. Собственно, премиум аккаунт, он некая все-таки отдельная сущность, который, покупая его, вы покупаете, вы получаете и токены W12, и токены других проектов. Вот, так что... Премиум аккаунт дается на платформе, привязывается к вашей почте и вашему профилю. Если будут токены W12 проданы, аккаунт останется на 2 года. Это самое важное. Далее вы сможете, возможно, его продлить, если... Дальше на коммерческих уже могут стоить. У нас открытый код нашего смарт-контракта, и если да, то где его можно посмотреть?
Да, код абсолютно открытый, в этом и суть есть, что каждый человек может проаудировать наш код. Мы не являемся третьей стороной, которая может вмешаться в этот процесс. Код можно посмотреть на GitHub, ссылка на GitHub есть на лендинге, в шапке, есть на тестовом стенде, ну, со всех мест, где только можно поставить. И в каких случаях можно будет вернуть 100% инвестиций? И если, например, не получается вернуть 100%, то от чего это вообще зависит? Не очень понял, просто в другие проекты имеется в виду? Ну да, имеется в виду, что, смотрите, следующее, что добавляясь на платформу, проект сам указывает свои майлстоуны. У нас техническое решение позволяет сделать следующим образом, чтобы деньги проект получал уже после окончания первого майлстоуна, первые деньги. В этом случае можно будет вернуть все 100% денег. А это не будет замедлять деятельность проекта? Ну, здесь суть следующая. То есть большинство проектов будут отдавать нам какое-то количество токенов на реализацию. И средства, привлеченные через платформу W12, не будут основным источником для них средств. Поэтому они смогут в roadmap вообще выставлять получение вот этих денег по данной технологии после окончания первого этапа. Если, соответственно, проект выставляет, что, например, сразу после сбора средств он получит какую-то часть, то средства, которые могут вернуть инвесторы, будут меньше. Например, 95%, если на первом шаге он получает 5%. Я, по-моему, ответил. Да. Планируем ли мы делать свой блокчейн? Вот здесь важный момент. Мы планировали, делать свой блокчейн. У существующих публичных блокчейнов есть две особенности, такие вот особенности важные. Первое, нет приватности, а наше решение мы хотели бы интегрировать не только в рынке благотворительности, но и давать как white label другим бизнесам, коммерческим структурам, которым, возможно, потребуется приватность дополнительная. Эфириум и другие блокчейны публичные неплохо подходят. И второй момент, в публичных блокчейнах очень дорого стоит запись информации, хранение информации. И если записывать, например, еще какой-то текстовую информацию, текст договора или еще какие-то особенности, то это тоже занимает дополнительно, сжигает какие-то деньги на это дело. Но взвесив за и против, мы пока на задний план отложили на задний план, мы решили сделать кросс-блокчейн решение. Даже правильно бы мультиблокчейн, то есть мы на разных блокчейнах интегрируем сверху как фреймворк наше решение, и, собственно, нас интересуют прежде всего блокчейны, которые обладают какими-то существенными характеристиками, популярностью, инфраструктурой. Потому что понятно, что выстраивание инфраструктуры – это как миллиарды долларов. Нет смысла сейчас играть в эту игру по ее выстраиванию. Проще воспользоваться уже существующей и дальше, взяв все преимущества тех решений, которые есть, уже при необходимости доработать свой блокчейн до необходимых нам характеристик. Приватности, стоимости записи, транзакций и так далее. Вот здесь что важно, очень важно, что многие не понимают. Что такое разработать свой блокчейн? Мало разработать свой блокчейн. Пользоваться им невозможно. То есть пока не создана инфраструктура, правильные кошельки под этот блокчейн и так далее. Биржи, опять же, кошельки, биржи, листинг, там огромное количество средств необходимо тратить, чтобы все было. И когда вы видите, что проект, мы делаем блокчейн, во-первых, надо понять, чем он лучше, чем остальные, это раз. Точно ли он будет лучше. Потому что не всегда скорость транзакции важна. Скорость и тут еще такой момент, что блокчейн делать довольно долго, если не делать, например, форк, и не допиливать форк. А все в блокчейне так быстро развивается, что если мы сегодня начнем эту разработку, не факт, что когда мы ее закончим, это вообще все будет актуально. Ну и вообще, допустим, ты сделал форк, как многие сейчас форканул, переписал, и а с чего ты взял, что ты будешь форк развивать лучше, чем команда того же самого блокчейна? То есть откуда у тебя вообще вдруг такая убежденность взялась? Еще такой момент, что если бы разрабатывать свой блокчейн, нам хардкэп нужно было бы существенно поднять. 200 миллионов бы делать где-то в этом районе. Так, чтобы мы инфраструктуру хотя бы смогли сделать нормально. Можно было бы и меньше, но мы хотели, наоборот, оставить небольшой хардкэп. И дать возможность для роста. И дать возможность для большего мультипликатора при входе монеты в топ монет. И же чтобы можно было при работе нашей токен-экономики, при работе в системе, чтобы именно небольшой хардкэп он оставил существенный толчок вверх, потому что влиять будет именно размер выручки, на этот дисбаланс спроса предложения. То есть чем меньше хардкэпа мы сможем обойтись на первой стадии, тем
больше мультипликатор, это позволит нам сделать в дальнейшем. И собираемся ли мы поддерживать комьюнити? И на каких языках мы будем его поддерживать? Комьюнити очень важная часть для нас, крайне важная, и оно, во-первых, нас очень хорошо поддерживает, то есть мы благодарны нашему комьюнити, очень признательны за обратную связь постоянно, мы чувствуем даже энергетику, поддержку, которая нас прям толкает вперед. А у нас сейчас на 20 языках уже, оно очень активное на каждом из них. Мы недавно вообще провели аналитику, и оказалось, что там итальянская комьюнити у нас активнее, чем, если не английская и русская, так что, ребята, привет и бонжорно. Хотя мы на русской аудитории сейчас рассказываем, почему я. Но есть и комьюнити у нас и японское, и корейское, и вьетнамское, и комьюнити на арабских языках. В общем, на все возможные мы стараемся проводить. Я, главное, добавлю, что вот если посмотреть, на что у нас там токены идут, у нас выделено, даже заложено специально под это. Небольшая часть. Да, и дальше мы будем делать это постоянно. То есть работать с комьюнити, возможность получить обратную связь и поддержку на всех необходимых нам рынках. Планируем ли мы внедрить систему права передачи голоса? Например, в случае, если проекту нужно 51% для сбора голосов, для подтверждения, для выдачи его денег на поэтапное развитие. Но, например, я не могу в данный момент проанализировать этот проект. Могу ли я передать это своему другу, чтобы он проголосовал за меня? Давай я отвечу. Да, конечно. Здесь похоже, что речь идет о третьем типе фонда проекта, когда голосуют покупатели токенов. На наш взгляд, кстати, третий фонд, мы не форсируем разработку третьего фонда, потому что, поговорив с проектами, поговорив с покупателями токенов, пришли к выводу, что это будет один из самых непопулярных фондов проекта. И в основном он будет использоваться как раз не когда очень много покупателей токенов, а когда их мало. То есть это такая эмуляция некоторого совета директоров, когда, например, 5 человек дают деньги. 10-20, может, никогда сотни, да? Но никогда сотни, да, потому что обычно комьюнити не очень активно участвует в принятии решений, и большинство людей покупают токены с другими целями, нежели влияние на управление. Это первый момент. А второй момент, что да, обязательно будет, это называется, делегирование голосования. Эта функция у нас там написана уже в бумагах. Именно так это и будет работать. То есть ты можешь передать, чтобы не следить за жизнью проекта, постоянно заниматься своими делами, ты можешь передать эксперту, доверенному твоему лицу, право голоса, и он будет им распоряжаться. Но мы видим развитие здесь немножко в другую сторону. То есть передача голосов, скорее всего, будет не друзья, а будет передача экспертам внутри, проверенным на платформе. То есть некая следующая вариация работы с оракулами, по сути. Да, то есть это даже не совсем будут оракулы, то есть, например, любой человек из венчурного рынка, венчурный фонд и так далее, может разместить. Я имею в виду, механика просто иная будет. Там тоже будет не так много людей в конечном итоге, да, но они будут просто, иначе понятно будет, кто кому передает. И дальше уже мы специально делаем несколько моделей для того, чтобы их можно было применить к разному типу проектов. Во-вторых, чтобы каждый выбрал то, что ему будет удобно под его задачи, нужды, особенности характера. Чтобы разницу показать, то есть оракулы, они выбираются случайным образом из сети, и ты как покупатель токенов не можешь повлиять, кто из оракулов будет принимать решения. А передача голоса как раз дает возможность передать свой голос тому, кого ты знаешь, или каким-то определенным экспертам. И как W12 планирует согласовывать свои планы касательно рынка благотворительности, и как мы видим платформу? Нам хотелось бы через 2 года занять какую-то определенную часть рынка. Мы надеемся, что вообще наше решение или решение аналогичное нам, они смогут занять в перспективе 5-6 лет, потому что вопрос назрел, именно то, что о чем мы говорили ранее, о прозрачности, о необходимости видеть обратную связь. Это крайне важный момент. И, собственно, в 2-3 года ближайшие мы надеемся уже быть интегрированы в
в charity-организации крупные и также развивать свою собственную платформу, на которых, во-первых, граждане смогут выносить важные для них проекты и вопросы на голосование, подписывать на контракты, одобрять и продвигать их в жизнь. Это раз. И второй момент — делать фандрейз на самые значимые проекты максимально прозрачно. Можешь еще раз вопрос повторить? Он какой-то странный звучал. Согласовывать свои планы? Можешь? Да, с комьюнити. Имеется в виду, нет, согласовывать свои планы, да, кстати, на рынке благотворительности. С кем? Мы будем как согласовывать с людьми, которые вообще инвестируют на что-то. Так мы будем, нет, конечно, мы вообще стараемся, как мы будем решить проблемы. Наша задача быть максимально публичными, и все вопросы, которые у нас есть, и обновления максимально обсуждать с нашим комьюнити, получать, во-первых, обратную связь от этого, это очень ценно для нас же самих. Потому что часто очень, знаешь, комьюнити, кто-то может, во-первых, вливаться в команду, нас поддерживать, у кого-то могут быть необходимые нам связи. Плюс мы считаем, что мы делаем общее одно дело, да, мы стараемся сделать мир немного лучше, честнее, прозрачнее, снизить риски, да, и мы заинтересованы в постоянном живом общении, получении обратной связи по продукту, и без этого это нам позволяет разрабатывать то, что мы делаем, и быстрее, и точнее. Ну и по рынку благотворительности будет та же самая история абсолютно. То есть уже сейчас мы уже проектами есть предварительные договоренности, и дальше следите за обновлениями, будут запуски платформы и проектов на ней. Можно будет не только на ICO делать краудфандинг, да, но и на значимые социальные проекты, которые важны для каждого из нас. И продолжайте задавать вопросы. Все на этом у нас. Да. Ребят, всем спасибо. Пишите в комментариях, какие вопросы еще хотели бы осветить. Будем регулярно АМА-сессии выкладывать. Очень рады, что вы с нами. До новых встреч. Пока.